Всем привет! Сегодня приготовим торт мозаика. Он яркий, вкусный и совсем несложный в приготовлении. Такой торт понравится и взрослым, и детям. Сначала приготовим бисквит. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 150 грамм сахара. Добавляем щепотку соли. Все взбиваем до однородности примерно 2 минуты. Плотная пена в этом рецепте не нужна, достаточно просто хорошо перемешать ингредиенты. В эту массу наливаем 120 мл молока комнатной температуры. Немного перемешиваем. Наливаем 60 грамм растительного масла без запаха. Опять перемешиваем. В сито насыпаем 150 грамм муки и 40 грамм какао. Просеиваем все через сито сразу в тесто. Сначала просеиваем примерно половину муки с какао и сюда же насыпаем 4 грамма пищевой соды. Перемешиваем. Просеиваем остальную часть сухой смеси, снова перемешиваем. В перемешанное тесто наливаем 1 чайную ложку 9% уксуса. Все перемешиваем. В самом конце наливаем в тесто 100 мл кипятка и опять перемешиваем. Тесто получается жидким. В форму, застеленную пергаментной бумагой, выливаем все тесто. Форма должна быть такая, чтобы жидкое тесто через нее не выливалось. Диаметр моей формы 21 см. Все ставим в духовку, разогретую до 160 градусов, режим вверх плюс низ. Выпекаем примерно 35-40 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой, она должна выйти сухая. Готовый бисквит оставляем остывать. Уже остывший бисквит достаем из формы. Разрезаем его на 2 примерно одинаковые части. В мисочку насыпаем 1 пачку желе и наливаем 400 мл горячей воды. Все перемешиваем до полного растворения желатина. У меня желе рассчитано на 500 мл воды, но я количество воды специально уменьшила на 100 мл. Это делается для того, чтобы желе вышло более плотным. Для торта я развела 3 желе – клубничное, ананасовое и желе со вкусом крыжовника. Каждое желе наливаем в отдельную плоскую емкость и оставляем сначала остывать при комнатной температуре, а затем ставим в холодильник, чтобы оно полностью застыло. Когда желе застыло и бисквит остыл, собираем торт. В мисочку насыпаем 20 грамм желатина. Я использую быстрорастворимый желатин. Наливаем 120 мл воды комнатной температуры. Все перемешиваем. Оставляем набухать на 10-15 минут. Берем 500 мл сметаны и насыпаем в нее 3 столовых ложки сахара и 10 грамм ванильного сахара. Все перемешиваем. Сметану нужно выставить из холодильника за 15-20 минут до приготовления, чтобы она немного согрелась. Набухший желатин растапливаем в микроволновке. Для этого нагреваем его по 10 секунд в 3-4 подхода. После каждого раза перемешиваем. Желатин нужно нагреть примерно до 60 градусов. В нагретый желатин наливаем 2-3 столовых ложки сметаны и перемешиваем. Таким методом мы выравниваем разницу температур между желатином и сметаной, что предотвратит образование комочков в сметане. Затем всю эту смесь выливаем в сметану и перемешиваем. Я использую 15% сметану. По желанию сметану можно взять большей жирности или заменить ее натуральным йогуртом без добавок. Застывшее желе нарезаем на небольшие кубики. Все цвета желе соединяем в одной емкости и немного их перемешиваем. Кусочки желе перекладываем в подготовленную сметану с желатином. Все аккуратно перемешиваем. На блюдо кладем нижний корж. Ставим кулинарное кольцо. Между кольцом и коржом вставляем ацетатную пленку.
Все хорошо зажимаем до размера бисквита. Вместо ацетатной пленки можно использовать разрезанную пластиковую папку для бумаги. На корж выливаем приготовленную массу с кубиками желе. Если масса очень жидкая и вы боитесь, что она вытечет из формы, то оставьте ее еще на некоторое время, чтобы желатин начал немного схватываться, и уже тогда ее выливайте. Сверху разравниваем желе и накрываем вторым коржом. Форму с тортом накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник застывать минимум на 4 часа, а лучше на ночь. Торт застыл, снимаем форму и убираем ацетатную пленку. Торт готов, можно подавать на стол. Торт «Мозаика» получился очень красивым в разрезе и очень вкусным. В нем прекрасно сочетается мягкий шоколадный бисквит и сметанное желе. Готовится торт несложно, главное набраться терпения, пока он застынет. Такой торт прекрасно подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день. Также у меня на канале есть и другие варианты легких вкусных тортов. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Вторым приготовим торт «Фруктовый пир». Готовится такой торт несложно и без выпечки. Получается красивым, ярким и вкусным. Такой торт смело можно готовить на любой праздничный стол. Готовим первый апельсиновый слой. В сотейник наливаем 650 мл апельсинового сока. Насыпаем 70 грамм сахара и 60 грамм крахмала. Все перемешиваем. Я использую кукурузный крахмал, но также можно взять и картофельный. Сотейник ставим на огонь. Варим на огне чуть меньше среднего, при этом постоянно перемешивая венчиком, чтобы смесь не пригорела ко дну и не было комочков. После закипания пудинга варим еще примерно 1 минуту. Горячий пудинг снимаем с плиты и сразу же выливаем в форму. Я взяла форму для кекса диаметром 26 см и объемом 2 литра. Оставляем остывать при комнатной температуре. Первый слой уже остыл. Готовим второй молочный слой. В сотейник наливаем 1 литр молока. Насыпаем 150 грамм сахара, 50 грамм муки и 30 грамм крахмала. Все перемешиваем. Сюда же добавляем ванильный экстракт или 10 грамм ванильного сахара. Все ставим на огонь. Варим на огне чуть меньше среднего, обязательно перемешивая. Лучше всего перемешивать венчиком, так лучше разбиваются все комочки. Когда масса закипит, варим еще примерно 1 минуту, чтобы мука и крахмал хорошо заварились. Горячий пудинг снимаем с огня и сразу же выливаем на застывший апельсиновый слой. Выливаем аккуратно, чтобы не разбить нижний слой. Если нужно, то распределяем пудинг по форме и оставляем остывать до комнатной температуры. Чтобы было быстрее, когда пудинг немного остынет, можно поставить его в холодильник. Готовим третий ягодный слой. В миску насыпаем 350 грамм красных ягод. У меня смесь малины, клубники и красной смородины. Все ягоды пюрируем погружным блендером. Ягодное пюре выливаем на сито и протираем, чтобы избавиться от косточек. Я использую замороженные ягоды, но можно взять и свежие. К подготовленным ягодам наливаем 300 мл воды. Насыпаем 100 грамм сахара, 50 грамм муки и 20 грамм крахмала. Все перемешиваем и ставим на огонь. Точно так же варим, постоянно перемешивая. После закипания ягодного пудинга варим еще 1 минуту и снимаем с огня. Сразу же горячим выливаем на остывший молочный слой. Все аккуратно разравниваем по форме. Торт оставляем остывать, а затем ставим в холодильник примерно на 6 часов. Сверху все желательно накрыть пищевой пленкой или крышкой. Торт застыл, достаем его из холодильника и даем ему постоять 10 минут при комнатной температуре. Аккуратно отделяем его от стенок формы руками. Кладем сверху на форму блюда и переворачиваем его на торт. Для того, чтобы торт быстрее отошел от стенок формы, его можно немного потрясти вместе с блюдом.
Аккуратно снимаем форму с торта. Торт готов, можно подавать на стол. Торт «Фруктовый пир» получился очень нежным, ярким и вкусным. В нем прекрасно сочетаются молочный, апельсиновый и ягодные слои. Готовится такой торт несложно, главное дождаться, пока он застынет. Этот торт прекрасно смотрится на любом праздничном столе.